Здравствуйте. Продолжаем снимать нашу заливку пола. Мы уже все залили, всю эбоксидку заполнили, все пустоты, щели. Самое долгое было потом залить все трещины. Доска была, как я уже говорил ранее, сырая. Ну, не совсем сырая, до 24% влажности. И когда мы здесь сушили эбоксидку и доску, мы здесь большую температуру нагнали, градусов 25, может быть даже в каких-то комнатах было и 30, пока доска сохла. И потом вот все вот эти трещины заливали смолой. Это было очень долго, потому что смола там оседала, еле-еле туда затекала. Потом навели большую ревизию, когда уже все залито было. Поставили вон тут отметки, видно каждую речку. Нашли определенную высоту, самую минимальную, до которой будем все вытягивать. И уже начали пробовать шлифовать. Шлифовать придется очень много, но мы знали, на что идем. Это все было изначально понятно, когда мы отказались от калибровки доски и от сушки ее. Мы посчитали, что это бесполезный труд был бы, ну и затраченное средство. Сейчас видно, сколько трещин было на доске. По следам от эбоксидки. По полу перепад примерно сантиметра полтора. В каких-то местах может быть и побольше. Отметки давали только по смоле. На доску даже не ставили. Вот. Сейчас правило лежит. Видно. Место хорошее. Не так сильно. Будем пробовать вышлифовать все это и в плоскость в одну, и по уровню. Шлифовать уже начали. Сейчас покажу, что получилось. Вроде как план работает, что все подбить шлифовкой. Вот эта комната постоянно у нас там, как первая пробная. Типа тренируемся на ней. Что-то плохо видно. Полировать смолу еще не пробовали. Вот. Этим будем заниматься после. Так, вот это трещина. Вот мы ее заполнили всю эбоксидкой. И так как бы везде. Но все равно она как бы не везде проходила так, как надо. Ну, типа сразу там и полностью заполнена. Вот. Какие-то новые вскрылись, открылись.
Вот, и что есть такие, которые еще не заполнены. И вот мы решили, что перед финишной полировкой мы еще раз там пройдемся и все заполним смолой. Вот. Это вот комната, которая сейчас в процессе идет шлифовки. Что вот самое такое, это вот эти всякие вот выступы в плоскость в одну сделать. И получилось, что, допустим, смола у нас типа как уровень была. Водяной. Она сама расползлась. И вот как-то так. И получились отметки. По расходу смолы расскажу позже. Мы же типа как бы еще не закончили доливать и все остальное. Но вот на самом деле подливать и трещины, на это очень много времени ушло. Где-то вот в районе там недели. Мы просто подливали и заливали трещины, все вот эти получавшиеся. Ну, у меня все. Всем спасибо. До свидания. И послесловие. Когда будете, если заливать полы или еще что-нибудь, никогда не оставляйте там никакие тряпки, там, не элементы, так сказать, декора. Ничего. Их потом очень тяжело снять.